Приветствую! Перед началом просмотра ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Царство животных удивительное и необъятное. Но среди зверей и птиц встречаются те, кто заработал противоречивую репутацию у нас, людей. Уже давно существует прозвище крыса, лиса, свинья и негативные изображения в культуре, которые показывают некоторых животных только в негативном свете. Узнаем, каких животных больше всего недооценивают и какие из них заслуживают больше внимания. Летучие мыши. Одна летучая мышь съедает около 1000 насекомых за ночь. Кстати, самая большая колония летучих мышей в Техасе, и она составляет 20-40 миллионов особей. Представьте, сколько вредителей съедает вся эта банда. Гиены. В культуре гиен показывают в негативном свете, но эти животные заслуживают больше внимания. Интересный факт: в стае гиен очень сильная иерархия. Щенки, рожденные от самки главы стаи, получают ее высокий статус по наследству, пока она остается вожаком. Крысы. Крысы – удивительные существа с высоким уровнем интеллекта. Не просто так они первыми бегут с тонущего корабля. К сожалению, их также часто используют в различных экспериментах, потому что они схожи с человеком на социальном уровне. Осьминоги. Уровень интеллекта осьминогов весьма высок. Например, они могут возводить укрытия для потомства из подручных материалов, а также запоминать сложные карты окружающего ландшафта. Вороны. Очень умные птицы. Люди смотрят на них как на бесполезных, но это совсем не так. Когда-то я работал на ферме и увидел, как ворона открыла дверь в курятник. Я закрыл ее, но через некоторое время та же ворона снова открыла дверь. Когда я зашла в курятник, то увидела там огромную змею. Ворона как будто пыталась помочь курицам и дать мне знак. Коровы. Коровы – милые, добрые и очень умные существа. В среднем дойная корова дает в течение всей жизни около 200 тысяч стаканов молока. Пчелы. Сейчас пчелы находятся под угрозой исчезновения, но они – важная часть нашей экосистемы. Без медоносных пчел большая часть растительности погибла бы из-за отсутствия опыления. Опоссумы. Эти забавные зверьки питаются клещами и вредителями, а еще устойчивы к бешенству. Совы. Совы держат под контролем популяции грызунов. И, конечно, они очень красивые. Еноты. Милейшие создания, у которых сложилась противоречивая репутация. Однако, еноты довольно умные животные. Интересный факт: в случае опасности мать енотиха имеет около 12 нор для экстренного переселения своих детенышей. Ослики. Согласно исследованиям ученых, ослы более 5000 лет широко использовались в качестве сельскохозяйственных животных, пока их не стали постепенно вытеснять лошади. Ежи. В некоторых странах ежики признаны вымирающим видом. В последние годы все больше ежей перебирается из лесов в города. По мнению ученых, это связано с тем, что в лесах водятся основные враги ежей – совы и барсуки. Пауки. Многие боятся пауков, но лишь небольшая часть всех видов ядовитых пауков опасна для человека. К таким относится, например, распространенный на юге России каракурт. Кроме этого, пауки поедают много насекомых-вредителей. Гриф-индейка. Эта птица родом из Северной и Южной Америки, питается в основном падалью, естественно очищая природу. Даже если гриф съест плоть больного животного, он не подхватит никаких болезней. Кроме того, грифы-индейки живут стаей и привязаны к своим сородичам из стаи до самой смерти. Питбули. У питбулей плохая репутация, однако, эти собаки широко используются в поисково-спасательных работах и в качестве собак-терапевтов. Они посещают дома престарелых, а также помогают людям с посттравматическим синдромом. Питбули отлично ладят с детьми. Орангутанг. Орангутангов считают злыми и свирепыми. Но они сообразительные и удивительные обезьяны с довольно высоким интеллектом. За последние 75 лет численность орангутангов снизилась в 4 раза, что связано с загрязнением окружающей среды, вырубкой лесов и незаконным отловом. Свиньи. Словом «свинья» называют плохих и неряшливых людей. Но эти милые существа заслуживают больше внимания. Кстати, по данным ученых, эмоции свинок очень похожи на человеческие. Курицы. У каждой курицы свой уникальный характер. Они могут быть добрыми, заботливыми, скрытными или общительными, жадными или щедрыми, и даже эгоистичными. Также, у них сложная социальная структура внутри групп. Белки.
За день белка способна запастись орешками из сотни сосновых шишек, затем она питается ими на протяжении нескольких месяцев. Голуби. Хотя многие считают голубей бесполезными и грязными птицами, во множестве стран голубь считается птицей мира. Они обладают великолепной памятью, поэтому их часто использовали как почтовых птиц. Голуби подбирают себе одну пару на всю жизнь, а прожить они могут до 20 лет. Акулы. Вопреки распространенному мифу об опасности акул, они занимают одно из последних мест в списке потенциально опасных для человека морских обитателей. Скунсы. Скунсы известны своим ужасным запахом, но они распрыскивают его только для защиты в случае опасности. Китоглав. Многие боятся одного вида китоглава, или королевской цапли, но это удивительная птица. Его открыли в 1849 году, и благодаря своему большому клюву, китоглав — искусный мастер рыбной ловли. Львы. Эти величественные хищники вызывают восхищение. Кстати, у самцов и самок в прайде есть свои обязанности. Основной обязанностью самца является защита территории, в то время как самки заботятся о потомстве и охотятся. Лисицы. У лисиц репутация хитрых животных, и в культуре их часто изображают в плохом свете. Это удивительные и очень сообразительные существа. Панголины. Панголинам уделяется незаслуженно мало внимания. Эти планцентарные млекопитающие находятся под угрозой вымирания, но их даже никто не защищает. Носороги. Сейчас охота на носорогов запрещена во всех странах, где они водятся. Их обитает не так много в природе. Самую большую ценность для браконьеров составляет рог носорога, их используют для драгоценных изделий и в медицине. Морские свинки. Еще в 5000 до нашей эры морских свинок приручили инки. Некоторые народы обожествляли морских свинок и поклонялись им. Сегодня они добрые и общительные домашние животные. Они могут запоминать свое имя, любят сидеть на руках и даже мурчат. Гориллы. ДНК гориллы похожа на ДНК человека более чем на 95%. Это очень сильные приматы и могут прожить в среднем до 50 лет.